Приветствую зрителей и подписчиков канала. Доставили мне посылки с товарами из AliExpress. Что-то покупал для себя лично, что-то под заказ. Товары абсолютно разные, и их объединяет разве только что интернет-площадка, где я их заказал, и больше ничего. Приступаю к распаковке. Бампер для Redmi Note 7 из мягкого прозрачного силикона с усиленными углами приобрел за $1.77. Доставили в Беларусь за 3 недели, трек номер отслеживался мало. Упаковка скромная, пакет с zip-замком. Все технологические отверстия и дублирующие кнопки на своих позициях. Чехол на смартфон сел отлично. Толщина стенок около 3 мм, поэтому сдвоенная основная камера скрылась в соответствующем отверстии чехла. Но за счет толщины стенок, считайте, на 6 мм выросла ширина и длина смартфона в этом бампере. Ну, в общем, чехол классный, главное, недорогой. Покупки рекомендую. Далее, силиконовый ремешок для наручных спортивных часов приобрел с доставкой из Сталина за $3.96. Пакет оценили в $2. В Беларусь доставили всего за 2 недели со отслеживаемым трек-номером. В лоте представлено 3 цвета: черный, синий и белый. В моем случае модель 3001 синего цвета. Ремешок упакован в пакетик. Имейте в виду, что в этом ремешке отсутствуют металлические спицы, с помощью которых он крепится к корпусу часов, и металлическая пряжка. Но их легко переставить с оригинального, если вы данный ремешок приобрели на замену ему. Ремешок имеет 2 части, длиной 13 см и та, что с пряжкой, 8 см. Ширина возле пряжки и в местах крепления корпуса часов 20 мм. Вот расширяется эта юбка к часам до 30 мм. По качеству силикон мягкий и прочный, подобен оригинальному. Расцветка в тон оригинальному ремешку для часов Pasnew Labgo 1002 ED или Epos 3001. Ну, в принципе, все как представлено на сайте с товаром. Хотя эта модель и оказалась широкой для моих наручных часов Pasnew PLG 388 ED, но рекомендовать для покупки я могу смело. Ремешок четкий, ссылка в описании. В одном из недавних видеороликов с распаковкой я показывал корпус для ключа зажигания автомобиля Volkswagen. Приобретал его под заказ товарища, в соответствующей ячейке корпуса отсутствовала эмблема. И вот в этом конверте, которые опустили прямо в почтовый ящик, должно быть 5 стикеров диаметром по 14 мм данного автомобильного бренда. В лоте список автомобилей очень широкий, и по ссылке под этим видеороликом можете ознакомиться. Этот товар прибыл из Китая за 18 дней с отслеживаемым трек-номером. Удивительно. Оценили в $1, а уплатил я $1.78. Таким образом, каждый стикер обошелся в 36 центов. Стикеры имеют рельефную поверхность, не плоские, которая сверху закрыта прозрачной транспортировочной пленкой. И диаметр соответствует заявленному 14 мм. По итогу заказчик сообщил, что стикеры отлично подошли к ключу, можно заказывать. Есть такие стикеры на 30 моделей автомобилей, наверное, все бренды мира. Далее, если есть проблема переноса информации между ноутбуками или ПК, самый простой бесплатный способ — это организация локальной сети между ними. Тем более, что так можно объединить сеть более 2 ноутбуков. Но отличие пропускной способности сетевых карт, там 100 мегабит в секунду или 1 гигабит в секунду, накладывает ограничения на скорость обмена данными. Тоже и с беспроводными сетями. Дополнительно нужно организовать локальную сеть, потом расшарить файлы и папки для общего доступа. Ну а допустим, вам просто нужно скачать небольшой объем информации с одного ноутбука на другой, там пришли в гости. Используя внешний накопитель, вы сначала скопируете информацию на него, потом на ноутбук. Плюс это надо купить внешний накопитель, денег стоит. Но если вам нужно оперативно обменяться информацией с ноутбука на ноутбук, можно посредством вот этого недорогого устройства, которое я приобрел за $7.29 с доставкой из Эстонии. Трек-номер сообщили неверный, поэтому я его не отслеживал. А доставили за 2 недели, оценили в $1.75. Давайте смотреть и оценивать удобство и скоростные характеристики этого девайса. Здесь используется интерфейс USB 2.0, поэтому скорость обмена информацией ограничена пропускной способностью данных портов до 480 мегабит в секунду, что уже значительно выше скорости локальной сети, если у вас сетевые карты на 100 мегабит. Заявлена поддержка операционных систем Windows 2000, XP, Vista, 7.8.
Общая длина кабеля 1 метр 65 сантиметров. В моем случае на обоих ноутбуках установлена 32 и 64 разрядная операционная система Windows 10 Pro версии 19.03. При соединении этим кабелем двух ноутбуков через порты USB, кстати, в одном USB 2.0, в другом USB 3.0, в менеджере каждого система обнаруживает виртуальный CD-диск, с соответствующей файловой системой из DFS, на котором уже имеется загрузочный файл с соответствующим названием. При запуске его обязательно на каждом ноутбуке на экранах открываются окна, в верхнем поле которых Remote Host отображаются папки и файлы удаленного ноутбука, а в нижнем поле папки и файлы локального ноутбука. Перетаскивая, перемещая их между полями, можно таким образом перемещать и копировать информацию между подключенными ноутбуками. Вот и все, так просто. Просто берем и тянем файл или папку. Скорость приема и передачи не зависит, на каком из ноутбуков вы будете проводить эти манипуляции, и ограничена только возможностями интерфейса USB 2.0. В моем варианте файл объемом 7,7 гигабайт, то есть это просто фильм, передан и принят за 470 секунд. То есть я посчитал скорость обмена более 130 мегабит в секунду, что уже значительно ниже заявленной пропускной способности порта USB 2.0, но выше в 1,5 раза, чем локальные сети, если у вас сеть 100 мегабитная. Такой кабель редко когда потребуется, но в запасе пусть будет. Для оперативного обмена информацией то, что надо. Далее 10 металлических игл для шприца. Упаковали в маленький пакетик и доставили в Беларусь из Киргизии. Первый раз такое. За 3 недели без отслеживаемого трек-номера. Упакованы просто в пакетик. Общая длина иглы 55 мм, длина металлической части 38 мм. Внешний диаметр и шаг резьбы совпадает с внутренним диаметром шприца с флюсом. Именно для него я и покупал их. И кому надо, ссылки в описании. Брать можно. Так, и последний конверт. 2 комплекта латунных цанг различного внутреннего диаметра для гравера. Тоже бросили просто в почтовый ящик, упаковали в блистер и доставили из Китая в Беларусь за 3 недели, со слабо отслеживаемым трек-номером. На крышке упаковки над каждой ячейкой, в которую уложена цанга, есть отметка ее внутреннего диаметра. В упаковке 10 цанг. В одном комплекте, кстати, в цанге с минимальным диаметром 0,5 мм отверстие немного не в центре. В общем, это все, что доставили мне в августе. Все ссылки на представленные товары в описании этого видеоролика. В этом месяце, в сентябре, ожидаются посылки со спортивными часами, зарядными аккумуляторами, велоштанами, будильником с радио, и прочими товарами с AliExpress. Так что еще встретимся на этом канале, поэтому подписывайтесь и комментируйте. Также с фото этих товаров можно ознакомиться в пабликах, ссылки на которые есть в шапке и описании канала. Желаю всем нескучной жизни и до скорой встречи. Пока!